То, чего мы так долго ждали с 2019 года, пересматривая в сотый раз пилот, заслушивая песни Чарли до дыр и коллекционируя арты с Аластором. Первый сезон «Отеля Днище» состоялся. Ура, господа! А вместе с ним и второй фестиваль Has Been Fest в Москве, который снова приютил поклонников дерзких анимированных мюзиклов про пошленьких чертиков 28 апреля. На часах уже 12:08, а это значит, что скоро начинается Has Been Fest 2! В прошлый раз я говорила, что каждый посетитель мог найти мастерские, мерч и интерактивы на любой вкус. Что ж, хотите верьте, хотите нет, но сиквел в данном случае оказался даже лучше оригинала. Была выбрана, на мой взгляд, самая оптимальная площадка с удобной локацией, просторными коридорами, залами-аудиториями, а также доступной едой, что очень важно, так как голодный посетитель – вялый посетитель. Ну и, по крайней мере, я не испытывала никаких трудностей с перемещением по зданию и даже съемкой в толпе, хотя гостей было действительно много. А вот и очередь людей, которые жаждут получить подарки. В связи с увеличением числа залов шоу-программа стала насыщенней, и на 3 сценах параллельно зрителей развлекали разные люди. И я не шучу, фестиваль получился настолько масштабным, что успеть заценить все его фишки просто физически было невозможно. Смотря фото с феста, я просто не переставала повторять «И это все было там вчера?» Так что для кого-то подобная загруженность может быть и плюсом, и минусом. С одной стороны, обидно, когда приходится выбирать между чем-то, но с другой, это возможность пригласить больше косплееров, музыкантов, блогеров и других спецгостей. Здесь столько плохишей! Возможно, Has Been Fest 3 разделят на 2 дня, и это станет решением этой проблемы. Посмотрим. Справедливости ради, у блогерской сцены был экран, на котором транслировался конкурс косплея. Но вот программа Лектория совершенно прошла мимо меня. Поэтому заранее предупреждаю, что в этом обзоре я рассказываю лично о своем экспириенсе, а обитала я в блогерской и в коридорах, так что интересности Лектория осветить, увы, не смогу. И начнем мы с главной сцены, потому что, как-никак, косплей — главная фишка подобных фестов. И если в прошлый раз мы видели по большей части образы из адского босса, а также Аласторов и Энджелов, то в этот раз фокус ожидаемо сместился на отель Has Been. Причем было отрадно видеть разнообразие персонажей. Все главные и даже второстепенные герои были на месте. И было несколько персонажей из других фандомов, что для меня немного странно на тематических мероприятиях, но их было как раз идеальное количество, так что все ок. Как я уже сказала, вживую конкурс косплея я не наблюдала, но монтажик из официальных записей для вас сделаю. Just a key to the future. If you only look at this, to be that call at 4 o'clock in the morning. 'Cause I'm Wait, what? You're a loser, baby, a loser. We have affection, feels like no one else in the room. I said I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. But she didn't finish me off. raise a glass for the empty hearted. Too far gonna know when it's done. I know you're poison, you're feeding me poison. I took to be her, but behind those emerald eyes, she's a. It is, come on, everybody on the floor, everybody. Danger right in front of me. My favorite food is fish. Baby, that's my favorite. Cause it's all the same to me and not a heart of black charcoal. You gonna let me in? I'm getting tired now. All I know can see it until we hear that bell. We're both stuck in hell, so roll the dice and see it. If what you're suggesting is letting them climb up the ladder, oh, they'd rather cross the broom. Baby, I'm the reason why hell's so hot. You told me I'm bad, but I'm not me. I am anyone you want me to be. To meet you, can you tell me where I am? I don't know
how I got here, but I think I'm starting to understand. Sorry, but you just got in my way. So who can stop me if I decide that you're my destiny? In a stolen dress, you're so Пойдемте погуляем. Hey, I'm Lester. I wanna make you heart me round like roller coasters. This is a horny, angry tango. We're true to Texas. We green wins with the passion. What is something funny, slutty, funny? A piece of that. Damn, what I gotta say to get a piece of that? I do with it, boy. I'll take your heart. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking. I'm your guy, your day-to-day, your chum, your steadfast hotelier. I'm not a bottle of cash. I know the lover underneath those back. Стоп, какого? Вам, наверное, скучно слушать песенку и смотреть на то, как она крутится и танцует, пока вы смотрите на это, да? Whether you like it or not, have the chance to be made better. Now they boil in the pot, 'cause the Terror's patron, those youths so hip and cool, I'll give them proper. Oh, this will be fun. Я таких еще не встречал. Взгляд твой в душе, берегу твой голос в сердце моем. Звучит В этом мире, в небе. He's got the look. Heavenly. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Off the pretty места, звонкой горной речкой гордые. Помимо косплееров, на главной сцене также выступала музыкальная группа You're Missing Summer. Отвяз, и чуга, дешевка, и прислуга. Ты король лишь у себя на дне, но хотя бы есть друзья. Ты предложишь сахар. Я случайно счастлива, и сахара не надо. Далее блогерская. Именно там можно было насладиться музыкальными блоками, в которых пели Ася Шепри и Изабелла. Стану защитой. Триша с Серафимом. Я готов помочь тебе с любой мечтой. Более всего. Haruway. И лишь того, что мы все стерпим наглость и не прервем этот фарс. Не стой, специалист,
Мне-то не нужно взгляды на жизнь менять. Далее произошел обидный косяк. С певцами провели вопрос-ответ, но никто из нас не был заранее об этом предупрежден. Хе-хе. Поэтому я успешно его пропустила. Так что не подумайте, что я намеренно с него сбежала, а Q&A с вами мы обязательно скоро проведем. И далее была панель Неадекват Records. Ребята также отвечали на вопросы фанатов и общались со зрителями. Наш продакшн также занимается дубляжом адского босса отеля Хазбин, цифровой цирк и дроны-убийцы. Первым у нас будет. Всем здрасте, я Иван Шухин. Звать меня Герман Касс, я голос Столоса, я голос Теда из «Дронов-убийцы». Меня зовут Светлана Аманова, голос Мили из «Адского босса», голос Ви из «Дронов-убийц» и Зубл из «Цифрового цирка». Слава Никитин. Он же голос Клетуса! А также голос Тритона из шаранутого космоса. А также хочу, чтобы вы поприветствовали нашего локализатора Романа Непрокина! А после этого неадекваты показали первую серию отеля в своем дубляже. И это было безумно круто. Чувствовался такой дикий восторг и позитивная энергетика зала, и 20 минут пролетели как один миг. Смотрите сами. Что? Если уж снимаете рекламу, то не воспользоваться обаянием талантливой знаменитости, что сидит прямо здесь. Уж поверь, я... Почему ты думаешь, я здесь? Станешь, если бы он меня не принуждал. Люблю принуждение. Кто-нибудь есть? Да. Отец запланировал мне встречу с вами. Я бы не пытался, дорогуша. Это лицо создано для подожди-ка секунду, время предлагаешь сюда их пускать. А то навсегда хочешь с тобой или нет. У них было давно жизни лишь добро и зло не спроси, мира устали. Другими приглашенными блогерами были DTV. Вот, вы можете увидеть, что мы банально продумываем кое-какой город. И его реки, слои, так сказать, города, на котором он разделяется. Антикек. Вот сейчас вы на слайде видите первый дизайн принца, вот который там есть, да? И IG Project. Я подготовил для вас небольшую сводочку о том, что будет во втором сезоне. Она небольшая, действительно, во многих интервью Вивьен Медрана или еще где-то, там были вот буквально кусочки. Стендов и интерактивов было по-прежнему много, вот некоторые из них. Ловля уточек, настолки. Да, я как раз вас знаю. VR-шлемы, фотозоны, шарики поделки оригами, быстрые свиданки, ЗАГС, квесты, тир, аукцион. 4000! Вау. Друзья, давайте поаплодируем друг другу за такую серьезную борьбу. Мерча тоже было в достатке. Лично меня сманили беспроигрышные лотереи, которые, как я узнала, называются гача. И я получила пару брелков и открыточку. Прокручивать? Это Queen Bee. В принципе, тоже устраивает. Все. А теперь моя новая рубрика «Интервью со зрителями». Самый сильный и слабый Оверлорд. Самый слабый — это Вельвет, сильный — это Зестил. Лучший мужской и женский персонаж сериала, по твоему мнению? Из мужских это Люцифер, особенно когда он бился с Адамом. А из женских, думаю, Лилит. Покорить за 5 секунд экранного времени. А я не только. Я и смотрел и пилот, и рассказы. Шаришь за лор вообще. Худшая и лучшая песня первого сезона. Самая лучшая песня, по моему мнению, это More Than Anything, потому что она больше всего раскрывает взаимоотношения Чарли и Люцифера. Я, правда, нереально плакала.
Я считаю, это просто... Она и по саунду очень классная, и как бы исполнение очень красивое. И мне очень нравится голос Джереми Джордана, который озвучивает Люцифера. А самая худшая песня мне не особо понравилась Whenever It Takes. Извиняюсь, но мне очень нравится голос Кармила, но мне не понравилось исполнение Веги там, потому что как бы у нее голос более грубоватый, а поет она прям именно по голосу не вытянула. Кто из персонажей мог бы стать твоим лучшим другом? Я думаю, два персонажа есть. Так, два лучших друга. Да, это Мамон, потому что Мамон. И, наверное, скорее всего, я жду, когда покажут Левиафана. Это один из смертных грехов. Нормальные такие друзья. Да, который, со связями. Да, который зависть. Говорят, он будет в виде, знаете, такого накачанного серфера. Кто следующий после сэра Пентиуса должен отправиться в рай? Я считаю, что если это не Энджел Даст вместе с Хаском вместе, то все. Никого. То есть либо они двое, либо пусть рай никого. закрывают сразу, если... Все, хорошо. Так, значит, смотри, вот как Нифти, скажи, кто самый классный плохиш в этом сериале? Они все слишком хорошие, чтобы быть плохишами. Ну, пусть будет босс. Босс? Это кто? Алластер. С каким персонажем ты бы хотела потусить в реальной жизни? Вот один день погулять, например. Я бы очень хотела погулять с Люцифером. Он мне кажется очень добрым, милым, вот, и заботливым человеком. You judging me? You're the most hated being in all of creation. Что вы думаете будет с Адамом во втором сезоне? Он станет падшим, может, ангелом или демоном? Ну, тут две ситуации. Либо Вивьен его реально сольет, либо он возвращается как падший демон, падший ангел на... Синерс, грешник. Да, грешник, да. Все, как Скорее грешник, всего, и будет так, но придет я после думаю, что этого. она его сольет, если честно. Ну, Типа, мне без тоже обид кажется. Вивьен, Вивьен, но у реально. нее другие планы явно. В рай лезть, там, Эмили называть, она забьет надо. Да, вот это все. Какую фанатскую теорию или хэдканон ты считаешь правдой? Мне нравится теория, что Нифти на самом деле Оверлорд и хозяйка Алластера, или что она связана с Ру. Какую бы песню с первого сезона вы бы поставили на будильник, а какую на звонок? На будильник, вот где Адам, вот. Я бы, скорее всего, поставил бы финалку, где прям отдельное соло-бокс идет. Допустим, если мне звонит человек, который мне не очень нравится, было бы классно поставить Respectless. Типа, вот так, как к тебе отношусь. Из минусов стоит отметить довольно плохой звук на блогерской сцене. Звук из колонок было еле слышно, а некоторые частоты они вообще не проигрывали. Триша и Харувей отказались из-за этого исполнять пару песен, и даже показ серии NDR мог оказаться под угрозой. Но при этом мне очень понравился большой яркий экран. Видеоряд на нем смотрелся просто улетно. Ну и, думаю, стоит упомянуть, что в связи с недавними абсурдными статьями в желтой прессе про ужасы косплей-фестивалей, организаторы ввели ряд правил, таких как запрет на откровенные наряды или неаккредитованные муляжи оружия. Так что, если где-то вы увидите сообщение о каких-то вопиющих непотребствах на этом фестивале, знайте, это неправда. Спасибо всем за этот прекрасный день, организаторам, выступающим, ведущим, волонтерам, продавцам и преданной увлеченной публике. Атмосфера была просто класс. Серьезно, люди были очень кайфовые. Ни один человек даже не отказался ответить на мой вопрос или попозировать на камеру. Ну и спасибо вам за просмотр этого обзора. До новых встреч!